Доброе утро, мои дорогие подписчики и случайные зрители моего канала. Сегодня у меня день для души. Наконец-то я получила из интернет-магазина грунт, получила агроперлит. И сегодня я буду пересаживать свои цветочки на постоянное место жительства в кашпо. Я займусь и помейками. У меня вот такое кашпо. Это кашпо будет стоять у меня на окне. И в него я пересажу свои шикарные ипомейки. И хочу скомбинировать эти ипомейки с другими цветами. Все это будем делать вместе с вами. Грунт я уже подготовила. Это моя садовая земля, песок, грунт покупной. Вот такой я купила. Агроперлит. Все это смешала для рыхлости. Грунт, смотрите, какой рыхлый получился. И в этот грунт сейчас буду высаживать свои цветочки. Итак, начнем. Первое, что мы делаем, это кладем дренаж. У меня дренаж вот такой. Можно купить магазинный. Желательно, чтобы дренаж был легкий, чтобы не отяжелять цветочное кашпо. Обязательно обращайте внимание, чтобы были дренажные отверстия. Часто при продаже таких кашпо дренажных отверстий нет. Итак, кладем дренаж. У меня из пенопласта, он легкий, облегченный, поэтому кашпо не будет тяжелое. Грунт легкий, воздухопроницаемый. И дальше расставляю свои растения. Значит, это у меня ипомея Sweetheart J Black. Немножечко. Так, дальше у меня будет посерединке Light Green. И следующая у меня будет иллюзион Midnight. В общем, иллюзия полуночного кружева, если перевести с английского. Вот так у меня будут стоять мои ипомейки. Дальше я хочу добавить колиусы. Колиусам немножко больше грунта. Не думайте, я их закапывать, эти растения, с горшками не буду. Сейчас покажу, как я буду делать пересадку. Вот так. И у меня сомнения. Значит, я хотела вот здесь, по краям, посадить петунью богиню. Но, поразмыслив, решила все-таки пересадить лобелию, чтобы разбавить цветность и крупные листья. Так как у петуньи очень большая корневая система. И, скорее всего, ей будет здесь не хватать места. Вот примерно так у меня будут стоять мои растения. Что я делаю дальше? Засыпаю эти горшочки грунтом. Не переживайте, я их потом выйму. Колиусы, наверное,
вывожу, потому что я не могу засыпать. Разлетается настолько легкий пенопласт, что разлетается по всему двору. Позже я его, конечно, соберу. И смотрите, что я делаю дальше. Засыпала горшочек грунтом. У меня получилось вот такое углубление. Это углубление уже по корневой системе цветочка, который был в горшочке. Смотрите, какие хорошие корешки уже оплелись. Немножечко я их так расправлю. И этим же комочком ставим в это углубление. При этом не нарушая корневую систему. Просто перевалила, как бы получается, из одного горшочка в другой. Дальше у меня идет лайм. Точно так же присыпаю горшочек, делаю лунку по размеру горшочка. Вынимаю. Получилась такая ямочка. И точно так же переваливаю уже с комочком земли, не нарушая корневую систему. И следующий Black и помейка Black. Ой, это немножко развалится, но ничего. Вот смотрите, все равно комочек остался, корни уже очень хорошие. И ставлю в эту же луночку. Это самая безопасная перевалка для растений, чтобы не нарушать их корневую систему. И вот сейчас немножко придавили. И сейчас уже будем высаживать остальные. Ну, лобилию мне придется, конечно, перевалить по-другому. Хотя тут корневая система тоже хорошая уже. Тоже есть комочек, но он немножко распадается. Вот так. Тоже присыпаю по краям, немножко придавливаю. И следующую лобилию. У нас сегодня теплый день. Вчера был вообще шикарный день. Теплый, без ветра, без ничего. И сегодня, ну, немножко ветерочек есть, но не холодно. Может, уже настанет тепло. И сегодня вроде бы говорят, что хороший день, благоприятный для посева огурцов. Это сегодня у нас 24 апреля. Так, придавили. И вот здесь еще я суну свои колиусы. Вот так. Сделала луночку. Вытягиваю. У колиусов, смотрите, тоже какая хорошая уже корневая система.
Уже все буду пересаживать по очереди. Опускаю в луночку и присыпаю грунтом. Грунт хороший, рыхлый, агроперлит, песок. Своя садовая земля, покупная земля, рыхлая, влажная, хорошая. Так, и следующий. Луночку сделала. Вот, рассыпалась. Ну ничего, мы его аккуратненько поставим в эту луночку. Сейчас я подсыпаю под все растения грунт. Немножко придавила, подсыпала. Так. И сейчас они пойдут у меня расти, потому что новый грунт, новые питательные вещества. Все это будет в почве. Летом, конечно же, я вам буду показывать, как разрослись мои цветы, какую композицию они составляют. Так, лобелика нежная, и с ней нужно очень аккуратно. Она такая воздушная вся. Очень красивая по цвету. Это лобелия сапфир. Так. И последнюю помидорку просыпаю. Колиус у меня смесь блюма. Но не все расцветки, которые я бы хотела. Чисто красных расцветок у меня нет, нет пестрых. Ну, эти тоже красивые. В будущем, я думаю, что заведу разных расцветок. Так, все. Растения посадили. Притрамбовали немножечко. И проливаю обычной простой водичкой. Как только растения приживутся, через недельку начнут чувствовать себя хорошо в почве. Через недельку я их пролью комплексным удобрением, в котором есть фосфор, азот и калий, для того, чтобы нарастала листовая масса и очень хорошо развивались корни. Проливаю не очень много, чтобы сразу же земля не спрессовалась. У меня грунт сам по себе влажный. Проливаю только для того, чтобы зафиксировать растения, ну и немножко же подпитать их водичкой. Много проливать не нужно. Им сейчас для привыкания к новой почве нужен воздух. И если мы сейчас много перельем воды, то земля намокнет, возьмется комом, и растениям очень тяжело будет выйти из стрессовой ситуации, так как их пересадили на новое место, им нужно привыкнуть. Немножко проливаете, через недельку уже прольете удобрением обильно.
На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Летом буду показывать то, что мы сейчас с вами посадили.